Приветствую вас на канале Bizarre World, меня зовут Макс. В мире продолжает распространяться COVID-19, который погубил уже не 1000 жизней. Но как оказалось, сегодня в мире есть некоторые страны, где его нет. Вы не ослышались? Эти страны не сообщили о случаях коронавируса COVID-19. Государства, где не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, существуют. Как это произошло? Почему в этих странах нет коронавируса? В чем секрет? Сейчас постараюсь обо всем рассказать. Коморские острова. Это небольшой и редко посещаемый архипелаг в Индийском океане. Всемирная организация здравоохранения активно работает в данной стране, помогая правительству проверять симптомы у китайских посетителей. Однако весной около 250 коморцев были помещены на карантин с симптомами, но коронавирус так и не был подтвержден. Коморские врачи предположили, что широкое использование противомалярийных препаратов возможно способствует устойчивости страны от коронавируса. Лесото. Сообщается о нулевых случаях заболевания в Лесото, где проживает, между прочим, 2 миллиона человек. И это несмотря на сотни случаев заболевания в соседних провинциях Южной Африки. Последние данные исследования указывают 0 положительных случаев заражения коронавирусом в Лесото. Соломоновые острова – это самая крупная страна из государств Океании, где также нет подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Численность населения страны чуть более 600 тысяч человек. И правительство Соломоновых островов не сидело, между прочим, без дела. Было объявлено чрезвычайное положение, отправлены также образцы в Австралию для тестирования. Но все результаты были отрицательные, зараженных ковидом так и нет. Южный Судан. Здесь также не подтвердились ни единого случая заражения коронавирусом. Таджикистан. Таджикистан объявил, что заблокирует въезд граждан из 35 стран, пораженных коронавирусом, но почти сразу же отменил свои ограничения. Правительство США предоставило Таджикистану помощь, включая средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Что касаемо зараженных, также нет какой-то подтвержденной информации, но тут много вопросов. Остров Кука. На этих островах также не было подтверждено ни единого случая заражения коронавирусом. Туркменистан. В Туркменистане людей арестовывали за то, что они открыто говорят о вирусе и ходят без маски. Мало того, правительство удалило все упоминания о коронавирусе из брошюр, книг, школ, университетов, офисов, больниц. Раз о вирусе не говорим, значит его нет. В этой стране, между прочим, объективно маленький трафик иностранных путешественников, поэтому вирус, возможно, сюда и не дошел. Но есть проблема. Из-за плохой системы здравоохранения Ашхабад может не иметь возможности проводить тестирование на вирус. Науру. Государство Науру в Тихом океане находится почти в 320 километров от ближайшей земли. Численность населения порядка 10 тысяч человек. Это одно из наименее посещаемых мест на Земле. В год Науру посещает всего 160 туристов. Видимо, это и является причиной того, что в Науру не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Сразу ряд государств: Вануату, Самоа, Кирибати, Тонга, Маршалловы острова, Палау, Тувалу. Не сообщается также случаи заражения коронавирусом COVID-19. Почти все эти страны ограничили поездки и предпринимают другие шаги для предотвращения прибытия и распространения вируса в их страну. Некоторые даже из стран объявили чрезвычайное положение. По последним данным, Сан-Томе и Принсли также нету заражения коронавирусом. Микронезия. Приняли строгие меры пограничного контроля. Был объявлен запрет на въезд и выезд в страну. Особенно в те страны, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Поэтому в Микронезии также не было, так сказать, никаких подтвержденных случаев заражения. Северная Корея.
Северная Корея также не сообщала ни о каких случаях заражения коронавирусом. И неудивительно, ведь это изолированное государство предприняло превентивные шаги на раннем этапе, закрыв свою границу с Китаем еще в январе, запретило въезд всем иностранным путешественникам. Несмотря на то, что лидер Ким Чен Ын призвал к дальнейшему тестированию и ограничениям на поездки, он продолжает сообщать о нулевых положительных случаях коронавируса. Авторитарный режим Ким Чен Ына дает большой контроль над страной, позволяя, возможно, скрывать масштабы вспышки от международной аудитории. У страны нехватка испытательных мощностей, слабая система здравоохранения, поэтому если вирус будет интенсивно распространяться, то будут проблемы. По итогу выходит, что в авторитарных странах сообщается, что нет вспышек, но все покрыто тайной. А вот маленькие островные государства, на которых введены строгие ограничения на поездки, имеют как раз больше прав на отсутствие коронавируса. Однако эти страны в большей степени подвержены распространению вируса в сообщество в результате плохой инфраструктуры, здравоохранения и так далее. Поэтому секрет отсутствия COVID-19 прост. Либо страна уж очень отдаленная от цивилизации, либо закрытая страна. Ставьте лайк, если вам понравился выпуск, подписывайтесь на канал Bizarre World и увидимся в следующем выпуске. Не болейте, друзья. Пока-пока.